В 2013 году на рынке появился всеми известный Dogecoin, который на старте стоил доли центов, но буквально через 7 лет его цена взлетела на целых 23 тысячи процентов, за счет чего многие инвесторы стали настоящими миллионерами. Да что уж там доги, ведь только в этом году нашумевший мемкоин Pepe взлетел на 2000% после листинга на самых популярных криптобиржах, и люди с $200 получали сотни тысяч, а одному парню удалось даже заработать на Феррари после покупки Pepe на $1800. И таких историй, когда инвесторы становились сказочно богатыми за считанные часы, очень много. В принципе, это работает со всеми монетами, ведь для того, чтобы ваши инвестиции превратились в миллионы или тысячи долларов, все, что нужно сделать, это купить токены на самом дне. Таким образом, многие заработали на проекте Aptos, токене Arbitrum, монете TIA, а из недавних это криптовалюта JITA на сети Solana, которая выросла на 300% после листинга на Coinbase. Но глядя на график после пампа цены, легко сказать, что вот здесь нужно было покупать, а вот на этом максимальном уровне фиксировать прибыль. Реальность такова, что никто не может на 100% знать, какая монета улетит на 1000% вверх, учитывая, что на рынке более миллиона разных криптовалют. Но сегодня в видео я хочу поделиться с вами лучшими способами, как искать монеты, которые дадут самые большие иксы. Ведь если вы будете знать список главных критериев для монет, которые имеют потенциал на рост, вы сможете оказаться в рядах тех инвесторов, которым удается покупать токены на самых минимальных уровнях. Для этого я расскажу вам не только о фундаментальных правилах, как, например, показатель ликвидности или объемы торгов, но также мы рассмотрим самые лучшие сервисы, которые позволяют оценивать технические данные монет. Поэтому сегодняшнее видео точно заслуживает ваш лайк. Мы собрали очень много информации, если вы поставите видео 800 лайков, мы сделаем вторую часть, где расскажем о тех способах, которые не попали в это видео, а поверьте, их очень много. Поэтому всем приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, на крипторынке каждый день происходит много различных событий, которые, собственно говоря, и оказывают влияние на многие альткоины. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это подписаться на наш телеграм-канал. Подписчики нашего телеграм заранее знают, почему растет биткоин, что происходит на рынке, а также получают самую эксклюзивную информацию. И если вы подпишетесь на телеграм прямо сейчас, вы получите название самых крупных криптофондов и список монет, в которые они инвестируют миллионы долларов. Поэтому переходите и подписывайтесь. Ну а прежде чем мы перейдем к полезным сервисам, благодаря которым можно получать очень много важной информации, давайте разберем фундаментальные составляющие, которые должны быть у каждой перспективной монеты. И первое, на что мы должны обратить внимание, это на саму монету, ее разработчиков, а также цель создания этой криптовалюты. Для примера давайте возьмем токен TIA, который был запущен в конце октября этого года. Если не углубляться в технические возможности монеты TIA, то она была создана для масштабирования других проектов. То есть любой крипторазработчик может использовать TIA для создания нового проекта, интеграции старого или помочь в развитии уже существующих проектов. Таким образом, мы уже получаем фундаментальный проект, который будет выполнять определенные задачи. Далее смотрим на разработчиков этой криптовалюты и желательно на старые проекты, над которыми не работали. Чаще всего у крупных криптопроектов команду разработчиков можно найти на их сайте и ознакомиться, с чем они до этого работали. И огромным плюсом считается, что тот или иной разработчик ранее работал в каких-то крупных корпорациях. Ведь, например, тот же Aptos активно использовал для своей рекламы тот факт, что его создатели состояли в команде у компании Facebook. И даже было много новостей, в которых писали, что это криптовалюта от создателей Facebook, что уже вызывало сильный ажиотаж. После этого я всегда советую переходить в Twitter проекта, где всегда нужно обращать внимание на количество подписчиков, которое должно составлять хотя бы от 100 тысяч человек. Да, конечно, многие проекты специально накручивают себе ботов, ведь одно исследование показало, что даже самые популярные проекты специально увеличивают свою аудиторию. Но тем не менее, когда проект развивает свои соцсети, они выкладывают только один пост, что их монету можно купить на Uniswap. Это уже плюс. Следующий немаловажный фундаментальный показатель, который отличает перспективные монеты от тысячи других мусорных токенов на рынке, это партнеры. Когда любой криптопроект сотрудничает с крупными компаниями, это, во-первых, повышает к нему доверие, а во-вторых, очень положительно влияет на цену. Наглядный пример — это монета AVAX, ведь после того, как Avalanche объявила о партнерстве с крупными американскими банками, а именно JP Morgan и Citi, его цена выросла более чем на 100%. Хотя вы должны понимать, что монетам с большой капитализацией, а у монеты AVAX она превышает 14 миллиардов долларов, гораздо сложнее вырасти в 2 раза, чем новым монетам. Также, если взглянуть на токен Link, то в 4-м квартале партнерство с системой SWIFT помогло Link вырасти более чем в 2 раза. Поэтому, если на старте монету сразу начинают поддерживать крупные корпорации или более известные криптопроекты из топ-20, это может стать ключом к ее будущему росту. Но все, что я назвал, это только 40% успеха, ведь остальные 60% заключаются в правильной рекламе. Вспомните проект Pepe. Твиттер был забит постами, где обсуждали эту монету. На популярных крипто-СМИ также было очень много новостей, а такая шумиха происходила еще до того, как Pepe попал на Binance. Для любой монеты важно, чтобы ее активно обсуждали
обсуждали, и только тогда у инвесторов будет интерес ее покупать. А уж тем более на ранних стадиях, когда капитализация монеты еще не вошла в топ-100. У криптовалют, которые уже находятся в топ-20, принцип немного отличается, поскольку для того, чтобы понять, стоит ли покупать монету или нет, можно провести фундаментальный и, что самое главное, технический анализ, которые помогут определить, на каком уровне лучше всего покупать, а на каком продавать. И, кстати, именно в таком формате работает наша подписка Coin22 Pro, ведь наши аналитики следят за рынком 24/7 и ежедневно предоставляют для вас самые прибыльные торговые идеи, как, например, шорт-сделку по монете Matic, которая принесла всем участникам Pro от 60% профита. Кроме торговли, наши специалисты помогут вам собрать прибыльный долгосрочный портфель, а если вы только начинаете изучать крипту, вы обязательно получите пошаговое обучение и сопровождение на всех этапах работы. Более подробно знакомиться с подпиской Pro вы всегда можете на нашем официальном сайте, а те, кто хочет поучаствовать в новогодней акции и получить первую прибыльную сделку уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании. Теперь, когда мы полностью ознакомились с проектом, поняли, что это за монета, кто является разработчиком, а также какие у нее есть партнеры, нам стоит понять, кто кроме розничных инвесторов ее покупает. Для этого можно воспользоваться сайтом CryptoRank, где кроме котировок всех криптовалют, можно узнать, в какие монеты инвестируют крупные фонды. Поскольку сегодня мы уже говорили о токене TIA, давайте возьмем именно его. Вот здесь вы можете увидеть кнопку «Фонды и инвесторы». Нажав на нее, вам откроется список всех крупных фондов, которые принимали участие в финансировании TIA. И как вы видите, здесь есть фонд Binance, Coinbase, а также Galaxy и Polychain Capital. С биржей Binance и Coinbase вы, скорее всего, знакомы, но Polychain — это также немаловажный игрок на рынке, потому что он является одним из самых больших криптофондов в мире. Таким образом, поддержка от крупных фондов оказывает очень положительное влияние, и монета, которая находится ниже 100 в общем рейтинге, может легко оказаться в топ-50, как это сделала TIA. Если рассмотреть недавние успешные токены, которые можно было купить по минимальной цене, я бы отметил JITA. Проект был создан еще в 2022 году и даже получил финансирование еще от одного большого криптофонда Multicoin Capital, но листинг на биржах провели только на прошлой неделе. Соответственно, те, кто следил за проектом и купил JITA в начале торгов на Binance или Coinbase, получил как минимум 200% прибыли. Вот поэтому всегда следите за тем, какие монеты покупают фонды. Следующий важный момент — это токеномика, или, проще говоря, распределение новых монет среди всех инвесторов. Токеномика нужна для того, чтобы на рынке было ограниченное количество токенов, и перед началом торгов они не хранились на одном кошельке у разработчиков, ведь так они смогут легко манипулировать его ценой. Для этого большую часть монет блокируют смарт-контракты, но не всегда это делают честно. Например, токеномика Aptos всегда вызывала много вопросов, потому что большую часть монет разработчики оставили себе, часть оставили на рынке для ликвидности, а вознаграждения за стейкинг вообще идут из запасов токенов, которые предназначены для комьюнити. В данном случае нужно понимать, что процент токенов для разработчиков должен быть самым минимальным, и самое главное, чтобы на старте разработчики получили меньше всего монет, ведь есть огромные риски, что они их просто сольют на максимальном уровне, а чем больше неликвидных монет будет на рынке, тем меньше будет их цена. Чтобы оценить так называемую инфляцию перспективных токенов, можно воспользоваться сайтом, где показывают разблокировки. Он называется Token Unlocks. На нем можно взять любую монету, например JITA, и мы увидим, что первые разблокировки будут только через год, а значит к этому времени количество токенов на рынке будет ограничено, за счет чего цена может расти гораздо активней, ведь для роста этой монеты достаточно вытащить минимальную часть токенов из оборота. Также это работает и в обратную сторону, когда общее предложение начинает расти, и цена при этом падает. Еще один немаловажный момент — это ликвидность и объемы торгов. Если взять популярные токены, вы легко сможете его не только купить, но и продать на любой централизованной или DEX бирже. Это значит, ликвидность у монеты высокая. Но те монеты, которые только создали, и они торгуются на DEX биржах, их не всегда удается продать, поскольку ликвидность отсутствует. Чаще всего эти проекты являются обманом и никакого роста, а уж тем более долгосрочного у них не будет. Ликвидность можно смотреть на всеми известном CoinMarketCap или CoinGecko. Здесь же можно смотреть и объемы торгов. Как правило, минимальный объем должен быть не ниже 10 или 7 миллионов, ведь если никто не создает объем, значит монету никто не покупает, а если не покупает, то и расти она не будет. Также хочу вам показать сервис Duna Analytics. Здесь также можно смотреть объемы, количество трейдеров, сколько сделок проводится в данный момент, и даже есть уровень интереса к той или иной монете. Поэтому можете добавить себе этот сайт как еще один инструмент для поиска перспективных проектов. Но несмотря на такое количество правил, вы всегда должны понимать, что никто и никогда вам не принесет альткоин на блюдечке и скажет: покупай, сейчас он взлетит вверх. Купить такие монеты на самом деле очень сложно, и те, кому удавалось это сделать, прекрасно понимают, о чем я говорю. И здесь даже проблема не в поиске, как проблема в очень высоких рисках. Да, покупка альтов ниже топ-50, а уж тем более 100, это очень рискованный процесс. Ведь если растут на 1000% единицы, то падают на сотни процентов очень много монет. И поэтому на такие покупки выделяйте не более 2, а то и 1% от вашего депозита, потому что риски очень высокие, а рисковать всеми деньгами будет фатальная ошибка. Иногда не стоит идти в этот темный лес, ведь последний месяц показал, что известные альты, такие как ADA, Solana, Link и AVAX,
могут вырасти в 2 раза, но при этом риски не такие высокие. Так что не стоит жадничать, а лучше купить биткоин, эфир и альты в соотношении 70-20-10 и хранить их в долгосрок. Ну а что вы думаете насчет покупки таких монет, напишите в комментариях. А также вы можете написать, какие монеты вы покупаете прямо сейчас. Напоминаю, что больше информации есть в нашем телеграм-канале, где мы постоянно остаемся на связи, так что обязательно подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, ведь именно он не позволит вам пропускать наши новые видео. А вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!